Всем привет. Месяц назад один подписчик попросил меня сделать подобный эффект. Я бы показал его комментарий, но он где-то затерялся, и я его не нашел. И, кстати, эффект я такой воссоздать не смог. И взамен вот этого я вам покажу, как сделать вот такой эффект. Тут каждый раз абсолютный рандом. Ну, и можно, в принципе, выставить на определенном сиде в системе частиц, чтобы рандома не было, но я думаю, лучше все же, когда рандом. Так как в своем предыдущем уроке я уже показывал, как сделать слэш от мяча, вот такой, в этом я просто покажу, как сделать вот эти две линии вместе со слэшем, ну, как бы разрезы, и эффект, который следует за ними. Вот такие разрезы, как будто самурай быстро вынимает свою катану и делает со скоростью света вот эти все разрезы. Летая туда-сюда, в общем. Но для начала нужно сделать одну текстуру. Да, вам не послышалось одну, но потому что эффект простой. Вот как-то так выделить область, залить цветом белым, потом сделать фильтр, размытие в движении, вот так немного, и потом переместить на центр эту текстуру и добавить внешнее свечение, только не такое широкое, а вот примерно. И все, текстура готова. Потом сохраните текстуру без черного цвета и выберите для нее какой-то стандартный бленд материал. Для начала покажу вам, как сделать такие линии в момент удара. Вот. Для этого нужно создать новую систему частиц, Effect Particle System. Так, вот она пусть будет. Выбрать в Emission Rate over Time, поставить на 0 и сделать бурст одной частицы. Также перейти во вкладку Billboard, то есть Render, и выставить Render Mode Stretchable Billboard. Значение Lens пусть остается двоечка, и максимальный размер выставить там на 32. И выбрать материал, который мы сделали в начале. Потом нужно выбрать цвет для слэша, ну, для вот этого разреза слэша, и выставить максимальный размер. Пусть он будет от 0,45, это в ширину, и в длину где-то 5.5, вот какой-то такой длинный. И размер, форму нужно выставить вот такую, то есть angle 0 и радиус тоже на 0, чтобы она появлялась ровно в нужном месте. Так, как видите, она движется, но я пока это оставлю. Нужно сделать ей изменение размера со временем. То есть поделить это все на 3 оси. В ширину она должна типа уменьшаться, то есть под конец жизни становиться тонкой-тонкой. Так, пусть lifetime будет 0,15 секунды. Вот так. То есть она под конец жизни становится полностью тонкой. И нужно сделать так, чтобы она становилась также длиннее. В общем, с помощью вот таких кривых. Вот так. И можно добавить ей немного движения с помощью Start Speed. Вот как так. То есть движение нужно, чтобы она наоборот оставалась на месте, потому что без этого она будет... Давайте вот так. Она будет как бы уходить вперед от пивота. Можно сделать еще вот такое изменение цвета со временем. То есть, чтобы в конце и в начале жизни этот разрез был прозрачным. И максимальная яркость вот в начале на 20%. Вот как-то так. Вот стало намного лучше. И время появления должно совпадать со временем появления слэша. Вот как-то так. И потом эту частицу нужно разместить ровно в положении, ну, ровно возле слэша. То есть тут уже нужно поиграться с осями, с расположением. И это может занять больше всего времени. В общем, я настроил расположение и сделал для второго разреза на появление на 0,03 секунды позднее. Вот как-то так. Чтобы они появлялись не одновременно. Потом нужно эти два разреза скопировать
сделать как бы им такой остаточный след, то есть сделать цвет черным, время жизни пусть будет не 0.15, а 0.17, в emission выставить для первого компонента 0.3 время, чтобы они появлялись после вот этого синего слэш, как бы остаточный след. Вот как-то так. Переместить их нужно еще на задний план, чтобы они не мешали самому яркому слэшу с помощью sorting fudge. Пусть будет это единичка. Color over time выставить вот что-то такое подобное, чтобы они просто не становились прозрачными, а изменяли форму. Size over lifetime. То есть для этого можно, хотя пусть тут так и остается, можно вот размер start size выставить на 0.25 и длину сделать чуть дольше, вот так. И вешал вот такой эффект. Теперь давайте покажу, как сделать вот такие разрезы уже перед персонажем. Разрезы, которые появляются на площади, сделаны по схожему принципу, как и разрезы возле слэша. Но для них нужно выставить форму в форме круга. Вообще можно выставить, вот я ее настроил под свои нужды. Вот можно сделать вот такую круглую, но я типа сделал такую форму, чтобы они появлялись ровно перед персонажем, то есть вот в такой области. И так как это stretchable billboard частицы, их угол наклона я задаю с помощью velocity over lifetime. То есть если velocity будет вот минус 0.5, они будут только вверх-вниз смотреть. Или, например, если убрать вверх-вниз наклоны, они будут ровно на вот такой плоскости появляться. Поэтому с помощью скорости я задаю им угол наклона. И их размер изменяется только по одной оси. То есть он становится, каждый вот разрез очень узким под конец жизни. А эти две оси я уже не трогаю, как в слэше, то есть как в разрезах возле слэша. И также я добавил им сабэмиттеры. Это темные слэши, но для них, то есть тут в этих синих слэшах появляются их 30 раз, начиная с 0,4 секунды. И вот их цвет со временем вот так изменяется. А черные слэши, они появляются всего один раз на месте вот основных синих слэшей. И выходит вот что-то такое. Тут я им просто изменяю цвет со временем, то есть он становится полностью непрозрачным со временем, а вначале он полностью прозрачным. И размер со временем становится меньше по одной оси, по оси X. И выходит тоже вот такой эффект, как будто остаточный след после разреза, то есть который типа остается в глазу. И чтобы добавить искры, вот они вот сделаны вот так. Я сейчас просто покажу, так будет проще, нежели объяснять. Тут нужно создать новую систему частиц, выставить этим искрам время жизни от 1 секунды до 0,4 примерно. Скорость пусть будет от 0 до 2. И выбрать эти частицы в сабэмиттерах, как и черные слэши. Тут нужно еще выбрать им какой-то яркий материал. В моем случае это вот такой. Выставить размер какой-то маленький от 0,1 до 0,3. Пусть будет вот такой. Выставить форму. Нет, сначала нужно перейти в emission. И в emission сделать бурст, допустим, 10 частиц. Но как по мне это много, можно потом просто уменьшить. И сделать радиус 0. Угол наклона 0. И повернуть на 180 градусов, чтобы они появлялись вместе со слэшем. И еще можно сделать emit не from base, а from volume. То есть, чтобы они появлялись ровно на длине вот этого слэша. То есть, вот на месте слэша они появляются. Вот идет разрез, вот вы видите на месте черный. Плюс можно еще и выбрать цвет. Вот такой синий. Можно сделать вот так. С помощью Color over time сделать их изначально. Ну вот как-то.
ну, чтобы они не становились прям такими, прям сильно синими. И добавить им force over time, чтобы они падали вниз. Допустим, пусть будет минус 4. И какой-то рандом, то есть randomize direction, чтобы они летели в разные стороны. И начальная скорость пусть будет от 0 до 1 единицы. Вот как-то так. Все очень просто. И можно еще сделать рандом, чтобы появлялось на каждом месте от 4 до 10 этих частиц, или даже от 8 поменьше, потому что, мне кажется, их сейчас слишком много. И вышел такой эффект. На этом все. Спасибо за просмотр, и увидимся в следующих видео. Думаю, тут бы было лучше в конце, если бы я вставил какую-то музычку, но, увы, я постоянно получаю нарушение авторских прав даже за музыку, которая, типа, без авторских прав и вообще из библиотеки YouTube. Есть много нечестных людей, которые, типа, покидают страйки и зарабатывают на этом, а YouTube с этим никак не борется. Так что, вот, все, пока.